Время, взяв себе в помощники ветер, солнце, холод, воду, беспощадно разрушает создание человеческих рук. В прах ложатся величественные дворцы и храмы, песок засыпает некогда богатые города. Те же ее подручные, словно пытаясь поспорить с человеком, создают уникальные сооружения из камня. Сегодня мы причисляем их к памятникам природы. К сожалению, они не вечны. В своем творческом стремлении природа никогда не останавливается на достигнутом, порой в ярости круша то, что создала. Чтобы увидеть эти удивительные творения времени, мы посетим его мастерскую, филиалы которой разбросаны по глухим местам Сибири. Архитектура времени. Мы отправляемся в Якутию, в среднее течение реки Лены. Под нами сибирская тайга. Деревья здесь невысокие, растут довольно редко. Суровый климат и вечная мерзлота не дают им развиться в полную силу. Местами зеленый цвет тайги заменяется на серый. Здесь когда-то бушевал пожар. Живописная водная лента под нами – это приток Лены, река Синяя. Каждая ее излучина украшена скалами самых замысловатых форм. Вскоре вертолет пересекает русло Лены, и мы летим вдоль самых высоких в России каменных столбов. Их называют Ленскими столбами. Но такие сложные сооружения даже и не назовешь столбами. Это настоящая готика. Соборы, замки, башни устремляются на высоту более 150 метров над рекой и простираются вдоль берега на 40 километров. Не повторяясь даже в малейших деталях, их архитектор, кажется, обладает безграничным воображением. В качестве материала здесь использован известняк, возраст которого более 500 миллионов лет. В его тверди можно найти остатки трилобитов и других обитателей Кембрийского моря. Там, где когда-то было морское дно, сейчас гнездятся стрижи и пернатые хищники. Каменные столбы – самое живописное место на реке Лена. В вечерние часы, когда лучи окрашивают в красный цвет фигуры каменных изваяний, можно наблюдать фантастическое зрелище. Свет заходящего солнца дополняет работу архитектора. На берегах Лены можно встретить еще одно уникальное явление – песчаные дюны. В Якутии их называют тукулан. Тукула по-евенкийски – песок. Странно видеть среди тайги ландшафт,
напоминающей пустыню. Песчаные дюны полностью лишены растительности и медленно наступают на лес, засыпая живые деревья. С песчаными берегами связаны находки останков мамонтов, бизонов и других животных древней фауны. Их кости и бивни обычно находят вдоль речных берегов после весеннего паводка. Всех этих природных памятников оказалось достаточно, чтобы в 1995 году был создан национальный парк Ленские столбы. Летом район посещают тысячи туристов. Ступив на берег, гости по традиции проходят обряд поклонения местным духам гор. Помимо нерукотворных памятников, природный парк обладает другими сокровищами. В 1983 году археологом Юрием Алексеевичем Мочановым была сделана сенсационная находка – палеолитическая стоянка Диринг-Юрях. Предметы, найденные здесь, по форме сравнимы с орудиями древнейшей олдувайской культуры из Восточной Африки. Сейчас все они собраны в археологическом музее Северо-Восточной Азии. На Диринг-Юряхе вскрыто около 40 тысяч квадратных метров культуросодержащего слоя и найдено 51 скопление каменных орудий. Мы считаем, что возраст наших орудий примерно находится между 2–3 миллионами лет. Скорее всего, в районе 2,5 миллионов лет. Это уже бесспорно человек делал, не животное. Но какой вид был? Я думаю, что примерно такой, как у нас с вами. Потому что сейчас все больше и больше данных накапливается о том, что эти представления о постепенном переходе от обезьяны к человеку, как рисует звероподобный пятикантроп, еще звероподобный неандерталец, и потом вдруг 40 тысяч лет появляется уже такой красавец, как мы с вами. Я думаю, что человек сразу примерно был таким же, как и современные люди. 2,5 миллиона лет. Значит, Диринг-Юрях – одно из самых древних известных нам поселений людей на Земле. Похоже, люди издревле поселились в замках, построенных природой, и не уходили отсюда на протяжении многих тысяч лет. Теперь же мы отправимся в те места, где человек бывает крайне редко. Там находится самая древняя мастерская времени. Это плато Анабар, труднодоступная горная страна за полярным кругом. Путешествие мы начали в поселке Хатанга, где нам необходимо было арендовать вертолет. Для всего русского севера это самый незаменимый вид транспорта. Сам поселок Хатанга расположен на берегу одноименной реки. Он был образован более 370 лет назад русскими землепроходцами. Сегодня он является единственной морской базой, связывающей огромные территории Заполярья с остальной страной. В поселке живет около 5000 человек. Большая часть жителей состоит из коренного населения. Это долгане и наганасане. Живут в Хатанге и представители других народов. Некогда они приехали на север работать, да так здесь и обосновались.
Мы под завязку загрузили вертолет, ведь нам предстояло прожить около месяца в абсолютно дикой местности. Несколько часов полета, и под нами плато Анабар. В центре, куда мы летим, оно сложено породами, сформировавшимися более 3 миллиардов лет назад. Если учесть, что возраст нашей планеты учеными оценивается в 4,5 миллиарда лет, то эти породы, очевидно, самые древние из тех, которые можно встретить на поверхности Земли. Плато Анабар на протяжении огромного периода времени вздымалось над просторами древних океанов, а мастеровые природы без остановки работали над его рельефом. Когда утих ветер, поднятый винтами улетающего вертолета, мы были окружены аборигенами. Они приветствовали нас назойливым писком и градом укусов с вполне объяснимой радостью. Человек в этих краях – деликатес. Мы поняли, что нам предстоит служить для них кормом весь месяц нашего пути. Откупорили бутылку за здоровье здешнего духа, и все неудобства отступили на второй план. Осмотрев на следующий день местность, мы не встретили ни одной сколь-нибудь замечательной природной постройки. Нас окружали сглаженные серые сопки. Дело в том, что центральную часть плато слагают одни из самых крепких пород Земли – кристаллические сланцы. Они формировались в глубинных толщах под воздействием высоких температур и большого давления. Обработать такой материал оказалось не под силу даже времени. Процессы выветривания идут здесь медленно и равномерно. Чтобы найти памятники природы, нам предстоит сплавиться по реке Котуйкан. Она берет начало в центре плато и течет на запад. В верховьях река мелкая, и нам приходилось буквально протискиваться сквозь выступающие из воды камни. Порой кажется, что природа плато не только непригодна для жизни человека, но и активно сопротивляется его вторжению. Но вдруг на берегу реки мы увидели дом. Какие Робинзоны могли построить его? По виду он очень древний, крыша сгнила, внутри остатки утвари, кровати, настил для костра или печки, подобие полочек. Все сделано без единого гвоздя. Скорее всего, это жилище якутов или эвенков. Только они на оленях могли проникать в эти глухие места. Смотри, я нашел весло. Настоящее весло-то. Под руки удобно довольно. Там нашел-то, лежал. Неожиданно русло реки углубилось, и течение стало медленнее. Изменился и ландшафт. На место серых кристаллических сланцев пришли красные песчаники. Это значит, что мы спустились с Анабарского щита на дно древнего моря. Теперь нас окружали более мягкие и более молодые осадочные породы. Их возраст 1,5 миллиарда лет. Когда-то с поверхности плато в море ветрами и водой сносился песок, который откладывался на дне наподобие слоеного пирога. Если хорошо приглядеться, то в этой толще можно отыскать следы волновой ряби. Вот отбил при этом кусок
породы, и вот видно хорошо. Когда-то это было морским дном. В то время в морских водах уже обитали простейшие организмы. На некоторых камнях видны их следы. Очевидно, это были черви. В районе Красных гор начинаются самые экзотические творения природы на плато Анабар. Время пробует себя здесь в качестве скульптора, используя вместо резца ураганные ветра и морозы. Мы застали мастера в процессе работы. Ни одна из этих статуй еще не закончена. Известно, что художники своим творением передают какие-то свои черты. Получается, в этих скульптурах мы можем видеть черты самого времени. Чем ниже мы спускались по реке, тем выше поднимались по шкале геологических эпох. Река привела нас в мир мелководного докембрийского моря. В нем жили сине-зеленые водоросли строматолиты. На протяжении миллионов лет строматолиты создали гигантские постройки, сложенные из чешуек. Когда море ушло, они тоже стали материалом для внешних сил природы. Строматолитовые столбы – излюбленное место обитания земняка. На их укромных выступах можно безопасно вывести потомство. Неподалеку от них мы снова наткнулись на следы человеческого жилья. Эти сооружения напоминают остовы чумов, но таких маленьких размеров, что непонятно, как в них мог разместиться человек. То, что это остатки чума, а не просто сложенные жерди, говорит о том, что вот эти жерди связаны ивовой веточкой вот сверху. Но это еще не главное. Но то, что вот внизу чума остатки обсадной лозы, тоже сделаны из ива, которые придавливали вот шкуры чума этого, ну, это уже говорит о том, что это не просто сложенная жердь. Нам сразу вспомнились легенды о маленьком народе, живущем в горных недрах. Рассказы о нем бытуют по всему северу. Возле чумов у старого лабаза мы нашли предметы более позднего времени – лотки золотоискателей. Когда-то, возможно, в середине прошлого века, в эти края заходили геологи-поисковики. Мы тоже решили поискать счастье и попробовали намыть золото, но нам не повезло.
чем дальше мы спускаемся по реке, тем все моложе горные породы, окружающие нас. Река Катуйкан еще больше углубляется в каньон. Со всех сторон высятся каменные исполины. В них можно обнаружить остатки более высокоразвитых организмов, чем строматолиты. Нас окружают породы, которые формировались позднее, уже в Кембрийском море. По возрасту они сопоставимы с породами, слагающими ленские столбы. Вот мы, обитатели Кембрийского моря. Их даже потрогать можно. Круглые такие, большие. И вновь удивляешься фантазии природы. Ведь эти постройки не похожи на те, что мы видели на реке Лень. Это не готика, а тяжелый романский стиль ранних феодальных крепостей. Наш месяц на реке Катуйкан пролетел незаметно. Еще, кажется, недавно река была бурной и порожистой, как вдруг стала широкой и степенной. Это ее нижнее течение. Суровые скалы отступили от берега, появились пойменные луга, богатые травами и цветами. В ожидании вертолета мы наслаждались тишиной в этом царстве дикой природы, где вдали от человеческих глаз время создает свои неповторимые произведения. Нам удалось увидеть только их малую часть. Печаль прощания с плато Анабар несколько скрашивала то, что мы отправлялись навстречу с еще одним удивительным творением природы – сказочными истуканами горы Мань-Попуньор на Северном Урале. На Урале наш путь начался из небольшого поселка Якша, расположенного на берегу Печоры среди тайги. Название свое поселок получил от слова «якши», то есть «хорошо», произнесенного татарами во времена их набегов на эти земли. В поселке находится главная усадьба Печора-Илочского заповедника. В 1929 году создатель Печора-Илочского заповедника Франц Шиллингер был полон надежд на будущее, когда писал: «Красоты проектируемого нами парка во многом не уступают знаменитому Йеллоустонскому парку Соединенных Штатов, а в экономическом отношении и в отношении поднятия благосостояния окружающего населения он во многом его превзойдет». Сегодня заповедник даже включен в список всемирного природного наследия. Правда, благосостояние людей от этого не улучшилось. Да и кто в России знает о его красотах? А ведь во многих учебниках мира, как классический пример выветривания, приводятся его каменные исполины.
Чтобы добраться до них, нам предстоит на лодке проплыть вверх по реке Илыч, в самое сердце Печора-Илычского заповедника. В Якше нам предложили сесть в лодку странной сигарообразной формы. Она казалась неустойчивой и весьма опасной, но волнения были напрасны. Лодка обладала большой грузоподъемностью и проходила по любому мелководью. На ней мы 2 дня поднимались вверх по реке к таежному кордону заповедника. Здесь, вдалеке от суеты, живет семья лесника. Отсюда до горы Маньпопуньор еще 40 километров пешком по тайге. Тайга здесь не такая, как в Якутии. Темнохвойная, она состоит из елей, пихт, кедров. Леса эти никогда не вырубались человеком и взяты под охрану ЮНЕСКО. Окружающая нас красота помогала преодолевать тяготы пути. Ведь ходить по тайге труд нелегкий. Ноги то и дело проваливаются в мох, а по лицу хлещут острые ветки. Хорошо, хоть сейчас конец августа, и первые морозы прибили мошку и комаров. Мы взобрались на высокий берег реки и увидели цель нашего похода. Но до нее было еще 2 дня ходу. Совершенно изможденные, мы вышли к небольшой избушке, где останавливаются лесники. В кристально чистой речке, имя которой мы так и не узнали, нам удалось выудить несколько хороших хариусов. Это вкуснейшая рыба, и на Урале стала редкостью. На следующий день мы, наконец, взошли на вершину горы Маньпопуньор. В переводе с языка манси ее название означает «малая гора идолов». Каменных идолов 7. 6 стоят группой, 7, самый высокий, чуть поодаль. Их высота от 20 до 50 метров. Камни одиноко стоят на вершине горы, напоминая о когда-то существовавшем здесь горном массиве. Ни один не похож на другого. У каждого есть свое имя в легендах местных жителей. Они и правда кажутся одушевленными. Наверное, мы прервали их беседу. Сейчас лето, но очень скоро задуют ледяные ветры, и весь мир погрузится в белую мглу. А они все будут стоять и смотреть туда, куда взгляд человека проникнуть не может. Они тоже подвержены времени. Пройдут тысячелетия, и исполины начнут падать. Вначале один, потом другой. Какой-то из них останется стоять в одиночестве еще несколько веков. Хотя время и не будет к ним милосердно, как и ко всему на земле, но, кажется, именно они являются его любимым детищем, потому что они в какой-то абсолютной форме выражают идею времени.
уникальность, неповторимость каждого явления и единство всех вместе.